Восток Москвы. Восточное Измайлово. Если ехать от центра по Синей Ветке до Первомайской, а потом немного пройти пешком, начинается район, который в столице называют просто Парковые улицы. Их здесь много. Они идут одна за другой, пронумерованные по порядку, от 1 до 16. Длинные, прямые, застроенные обычными жилыми домами. Спальный район, каких в Москве десятки. Дворы, детские площадки, продуктовые на первых этажах, гаражи, стройки, где вечно что-то меняют. То трубы, то теплотрассу. Место, где живут тихо и буднично. Здесь не ждут беды. Здесь, кажется, ничего не может случиться. Слишком людно, слишком обыкновенно. Парковые улицы – это самый край города. Дальше, за 16-й, уже МКАД, Кольцевая, граница Москвы. С одной стороны – жилые кварталы. С другой – огромный Измайловский лесопарк, один из крупнейших в Европе зеленых массивов внутри мегаполиса. Район рабочий, небогатый, без столичного лоска. Здесь много приезжих, много строек. Где-то вечно перекладывают трубы, меняют коммуникации, что-то ремонтируют. На этих стройках работают люди, которых в Москве как будто не видят. Приехали на заработки, живут при объектах, в бытовках и подсобках, утром на работу, вечером назад. Они тут повсюду, и в то же время невидимы. Это важно для нашей истории, потому что именно такой человек и появится в ней дальше. Зимой 2024 года, в первые числа января, когда город еще не отошел от праздников и улицы были завешаны гирляндами, в этом районе оборвалась жизнь женщины, которая приехала в Москву всего на несколько дней. Она была не местной. Она не знала ни этих парковых улиц, ни города вообще. Она приехала к дочери, на каникулы, в гости, на праздник. И не вернулась. Ее звали Вероника. Ей был 41 год, и родом она была из Вязьмы, небольшого города в Смоленской области, в паре сотен километров к западу от столицы. Тихий городок, каких в России много. Железнодорожный узел, старые улицы, заводы, которые знавали лучшие времена. Вероника прожила там всю жизнь. Работала пекарем, пекла хлеб. Любила готовить. И те, кто ее знал, в один голос говорили потом одно и то же. Добрая, хозяйственная, простая женщина. Из тех, на ком все держится и кого редко замечают. Личной жизнь у нее не складывалась давно. Она была в разводе, детей растила одна, тянула все на себе. 2 дочери выросли. Старшая перебралась в Москву, устраивая свою судьбу, как когда-то мечтала устроить свою сама Вероника. А самой Веронике к 41 году хотелось простого, понятного человеческого счастья. Чтобы рядом был кто-то, чтобы не одной. Соседи потом скажут коротко и горько. Ей хотелось простого женского счастья. Вот и все, чего она хотела. Ничего особенного. Как многие сегодня, искала она это счастье в телефоне, в приложениях для знакомств. Знакомая позже расскажет журналистам. Она очень любила сайты знакомств. В каждом приложении была анкета. В этом нет ничего стыдного и ничего необычного. Так знакомятся миллионы людей, которым за 30, за 40, которым некогда и негде встретить кого-то в реальной жизни. Открываешь приложение, листаешь анкеты, переписываешься. Кто-то находит так свою половину, а кто-то совсем не то, что искал. В начале января Вероника приехала в Москву к старшей дочери. Большой чужой город. Праздничный, шумный, полный людей и огней. И здесь, в одном из приложений для знакомств, оно называется «Друг вокруг», ей написал мужчина. Он назвался Назаром. Был вежлив, обходителен, не торопил. Предложил встретиться, погулять, провести вечер вместе. Без лишних формальностей, по-простому. Обычное начало обычного знакомства. Дочь потом скажет, что мать собиралась на это свидание с почти девчоночьим волнением. Убежала на свидание, словно школьница. 41 год. А внутри все та же надежда,
что вот теперь-то, может быть, повезет. Свидание назначили на вечер 9 января. Около 8 часов вечера Вероника вышла из дома. Она была не глупой и осторожной женщиной и понимала, что идет навстречу с незнакомцем в чужом городе. Поэтому сделала ровно то, что советуют делать в таких случаях все. Держала дочь в курсе. Всю дорогу она переписывалась с ней, рассказывала, где находится и что происходит, и в какой-то момент даже отправила свою геолокацию, точку на карте, чтобы дочь знала, где ее искать, если что. Сегодня так делают многие. Это кажется надежной страховкой. Но, как покажет эта история, страховка эта работает далеко не всегда. Встретились они у метро «Печатники» на юго-востоке Москвы, недалеко от дома, где остановилась Вероника. Оттуда поехали на метро, с одной пересадкой, на другой конец города, на восток, до станции Первомайская. Это уже восточное Измайлово, те самые Парковые улицы. По дороге зашли в магазин. Купили обычный набор для такого вечера. Конфеты, фрукты, бутылку вина. Все как у людей. Все как на нормальном свидании. А потом они довольно долго шли пешком. Около 2 километров по вечерним, морозным январским улицам. От Первомайской куда-то вглубь района, к 16-й Парковой. И вот тут, в этой обычной истории, появляется первая странность, на которую женщина, наверное, должна была обратить внимание, но не обратила. Потому что место, куда привел ее новый знакомый, оказалось не кафе, не его квартирой, не съемной студией. Это был подвал жилого дома. Холодное подсобное помещение, где из мебели только старая кушетка да лавочка. Не то место, куда приличный человек ведет женщину на первое свидание. Но было холодно, был вечер, они уже долго шли, и она ему, видимо, поверила. Она написала дочери еще одно сообщение, спокойное, объясняющее. Мужчина позвал к себе, чтобы не мерзнуть на улице, не гулять на холоде. И спустилась за ним вниз, в подвал. Это было последнее, что от нее услышали. Через несколько часов связь оборвалась. Сообщения перестали приходить, звонки проходить. Телефон Вероники замолчал. Дочь сначала не придала этому большого значения. Мало ли, поздно, разрядился телефон, неловко прерывать вечер. Но к утру 10 января телефон матери был уже полностью недоступен, выключен, вне зоны. И вот тогда дочь по-настоящему испугалась. Она сделала единственное, что могла сделать. Пошла в полицию и написала заявление о пропаже человека. Молодая девушка, одна, в большом городе, с одной только геолокацией в телефоне и именем Назар. Вот и все, что у нее было, чтобы найти мать. И начался розыск, который сразу же уперся в стену. Проблема была в том, что искать было почти не от чего. Кто этот Назар? Неизвестно. Фамилии нет, документов нет, фотографий толком нет. Приложений для знакомств – десятки. Анкета могла быть фальшивой от первой до последней буквы. Геолокация, которую успела прислать Вероника, указывала лишь приблизительно. Точку где-то в районе, в квартале домов. Но не конкретный подъезд и не конкретный подвал. А сама Вероника была приезжей и Москву совсем не знала. Она не смогла бы толком объяснить, где находится, даже если бы захотела. И все же поисковая группа выехала сразу. По району пошли оперативники, участковые, волонтеры. Они делали то единственное, что можно было делать в такой ситуации. Обходили двор за двором, проверяли подвалы, заглядывали в подсобки, опрашивали жильцов, смотрели, нет ли где следов. Один из тех, кто работал тогда по горячим следам, описал это просто. На место сразу выдвинулась поисковая группа. Обходили дворы и подвалы в этом квартале. Парковые улицы длинные, домов сотни, подвалов еще больше. Искать человека в таком районе по примерной точке на карте все равно, что искать иголку в стоге сена. 10 января поиски ничего не дали. 11 тоже. 2 суток район прочесывали, а Вероника как сквозь землю провалилась. Дочь эти 2 суток жила в том тяжелом состоянии, которое знают только родственники пропавших, между надеждой и отчаянием, цепляясь за мысль, что мама просто потеряла телефон, что вот-вот она объявится,
что все еще обойдется. Она снова и снова открывала переписку, перечитывала последние сообщения, смотрела на ту самую точку геолокации, которую мать прислала из осторожности, и понимала, что точка эта почти бесполезна. Она показывала район, квартал, но не дом и не дверь. Девушка пыталась объяснить полиции, где примерно искать, но сама в этом районе не была и помочь толком не могла. Получалось, что предусмотрительность Вероники, все ее правильные меры безопасности, сообщения, геолокация, имя спутника в решающий момент не сработали. Они сужали круг до квартала, а внутри квартала были сотни подвалов. Не обошлось. 12 января утром на 16-й Парковой улице жуткую находку обнаружила случайная прохожая, местная жительница. Недалеко от первого подъезда одного из домов была огороженная территория, стройка, где как раз меняли коммуникации, перекладывали трубы. Обычная городская стройплощадка за забором. Таких в Москве тысячи, на них никто не обращает внимания. И вот там, среди строительного хлама, лежал большой мешок для строительного мусора, а в нем тело Вероники. Она пролежала там почти 2 суток, в нескольких десятках, может, сотнях метров от того места, где ее искали. Забор закрывал обзор, и со стороны ничего нельзя было разглядеть. Соседка, которая каждый день выгуливала рядом собаку, потом будет растерянно повторять. Вы знаете, даже странно, хотя я гуляю с собакой, но ничего не видела. Никто ничего не видел. Просто мешок на стройке, пока его не открыли. Личность погибшей установили почти сразу. В полиции уже лежало заявление от дочери. Приметы совпали. Самое страшное подтвердилось. Та женщина, которую 2 суток искали по подвалам, нашлась. Дочь, которая писала матери последние сообщения и получала в ответ спокойное «он позвал к себе, чтобы не мерзнуть», теперь должна была это пережить. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса «Убийство». На теле были признаки насильственной смерти. Дальше нужно было ответить на главный вопрос. Кто такой Назар? И где он? И вот здесь следствие сработало быстро. В большом городе у человека почти нет шансов остаться невидимым. Москва опутана камерами. Камеры в метро, камеры в магазинах, камеры во дворах, камеры на улицах. Следователи подняли записи и пошли по цепочке назад. От 16-й Парковой, шаг за шагом, кадр за кадром. Магазин, где они покупали вино и фрукты. Платформа Первомайской. Пересадка. Печатники, где они встретились. Весь маршрут того вечера выстроился по камерам, как по карте. А вместе с маршрутом проявилось и лицо спутника Вероники. Того самого Назара. Им оказался 35-летний гражданин Узбекистана по имени Шахназар Ишбаев. Назар – это он сократил для удобства, для анкеты, чтобы звучало проще и ближе. На самом деле – Шахназар. В Москве он был не первый год. Несколько лет работал на столичных стройках разнорабочим. Один из миллионов приезжих, которые строят этот город и которых в нем никто не замечает. Подвал на Парковой, скорее всего, был как-то связан с его работой. Бытовка, подсобка, место, куда у него был доступ. Поэтому он так уверенно и привел ее именно туда. Следователи установили его имя. Установили лицо. Установили маршрут. Оставалось только прийти и задержать. Но когда за ним пришли, выяснилось, что его в стране уже нет. Шахназар Ишбаев не стал ждать. Он не прятался по съемным квартирам, не залегал на дно в Москве. Он сделал куда более простую и куда более надежную вещь. Уже на следующий день после убийства, 10 января, в тот самый день, когда дочь Вероники только писала заявление в полицию, когда поисковая группа только начинала обходить первые подвалы, он спокойно приехал в аэропорт Внуково. Прошел регистрацию, прошел контроль и улетел на родину, в Узбекистан. Обычным рейсом, с обычным паспортом. Пока в Москве 2 суток искали тело, человек, который его спрятал, был уже за 1000 километров, в другой стране. И вот тут эта история перестает быть просто историей про страшные свидания. И становится историей про то, как устроено и как не работает
система. Потому что задержать человека, который успел пересечь границу, это совсем другая, куда более тяжелая задача. Одно дело – взять подозреваемого в своем городе, и совсем другое – добиваться его выдачи из-за рубежа, через запросы, через международные процедуры, через ведомства двух государств, каждая из которых работает по своим правилам и в своем темпе. Дело получило большой резонанс. Слишком уж показательной и страшной была эта история. Женщина, приехавшая к дочери на праздники, знакомство в популярном приложении, свидание с вином и фруктами, обернувшееся гибелью в подвале, и убийца, который без помех улетел домой. Расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Московские следователи начали готовить запрос коллегам в Узбекистане о розыске, о задержании, о выдаче. Но запрос – это бумага. А бумага идет долго. И никакой контроль на самом высоком уровне не отменяет простого факта. Подозреваемый находится в другом государстве, у которого свои законы, своя процедура экстрадиции и далеко не всегда желание выдавать собственных граждан. Прошли месяцы. Прошли годы. А подтвержденных сведений о том, что Шахназара Ишбаева задержали, вернули в Россию и посадили на скамью подсудимых, в открытых источниках так и не появилось. Дело по сей день остается в той же точке, в какой оказалось в январе 24-го, в стадии расследования. Подозреваемый известен поименно, в лицо, по маршруту того вечера. И при этом недосягаем. И это, к сожалению, не уникальная история. Москва. Город, куда едут на заработки со всего бывшего Советского Союза. И среди сотен тысяч приезжих, которые честно работают, изредка попадаются те, кто совершает преступление и тут же исчезает за границей. Туда, откуда выдачи можно ждать годами, а можно не дождаться вовсе. Открытая граница, отсутствие виз, прямые рейсы – все, что облегчает жизнь обычному трудовому мигранту, точно так же облегчает бегство тому, кто только что убил. Пока следствие по камерам устанавливало имя, у этого имени уже был билет домой. Когда у человека есть фора в сутки и паспорт другого государства, никакие камеры его не остановят. Они лишь зафиксируют, как он уходит. Что именно произошло там, в подвале на Парковой, официально установлено не было. По крайней мере, публично. Точную причину смерти, как и многие детали, следствие не раскрывало. Но у близких Вероники была своя версия событий, и они не молчали. По их словам, все было еще страшнее, чем казалось. Они уверены, что в подвал она спустилась не по доброй воле, что записи камер, которые видели некоторые из них, говорят о другом. Что он шел за ней, преследовал, а позже возвращался по тому же маршруту с лопатой в руках. Что над женщиной надругались, прежде чем убить. Это версия родных. Не приговор суда, не заключение экспертизы, и относиться к ней нужно именно так. Но в ней есть одна деталь, которую трудно забыть. Знакомые Вероники говорили, если бы случайная женщина не наткнулась на тот мешок и, возможно, не спугнула убийцу, тело нашли бы только весной, когда сошел бы снег. То есть он собирался спрятать ее совсем. Так, чтобы не нашли вовсе. В этой истории нет погони, нет суда. Нет финальной точки, на которой можно выдохнуть и сказать «справедливость восторжествовала». Здесь ее нет. Есть женщина из Вязьмы, которая всю жизнь работала, растила 1-2 дочерей, мечтала о простом человеческом тепле и приехала на праздники к старшей дочери в Москву. Есть приложение в телефоне, где улыбчивый незнакомец назвался коротким именем. Есть вечер 9 января. 2 километра по морозным улицам, бутылка вина, подвал. И есть мешок на стройке, который чужой человек заметил почти случайно. Эта история стала еще одним тяжелым уроком о том, как опасным может оказаться знакомство, которое начинается так легко и так обыденно. Вероника сделала почти все правильно. Она писала дочери, она отправляла геолокацию, она не скрывала, куда и с кем идет. Все те меры предосторожности, которые нам советуют, она приняла. И это ее не спасло. Потому что точка на карте показывает, где ты был, но не останавливает того, кто рядом с тобой.
потому что между сообщением «он позвал к себе, чтобы не мерзнуть» и тревогой дочери прошло слишком мало времени, а до того подвала никто не успел дойти. Где-то в Узбекистане, по другую сторону границы, живет человек, которого в Москве знают по имени, в лицо и по минутам того вечера. А в Вязьме осталась семья, для которой это дело не резонансный случай и не сюжет из новостей, а просто мама, которая поехала в гости и не вернулась. И единственное, что пока можно сделать, не дать этой истории затеряться. Чтобы помнили, как ее звали. Чтобы помнили, что с ней случилось. И чтобы хоть кто-то, открывая вечером очередную анкету в очередном приложении, на секунду остановился и подумал, а кто на самом деле по ту сторону экрана?